Приветствую вас под розой. Сегодня мы поговорим с вами о енохианской магии, а именно о ее первой части. Как известно, первая часть енохианской магии связана прежде всего с работой с 4 стихиями – воздухом, водой, землей и огнем, а также, соответственно, с микрокосмом, то есть с человеком, понятым как малый мир, как отражение макрокосма, то есть большого мира или космоса. Как и в иных системах высшей магии, магическая работа в енохианской системе осуществляется посредством взаимодействия с духами. В данном случае это духи, проявляющиеся через стихии и олицетворяющие их. Места их обитания в енохианской магии аллегорически называются сторожевыми башнями, потому то, что в иных системах называют работой со стихиями, здесь именуется работой со сторожевыми башнями востока, запада, севера и юга. Однако зачастую уделяется мало внимания тому, откуда вообще взялся образ сторожевых башен и как они изображались, в том числе на материальных артефактах эпохи основателей енохианской магии мага Джона Ди и его медиума Эдварда Келли. Однако, согласитесь, весьма опрометчиво было бы небрежно относиться к облику и схеме 4 башен, так как это краеугольный камень не только стихийной части енохианы, но и вообще в той или иной мере всей системы. Чтобы разобраться в вопросе, нам надо обратиться к уникальной реликвии самого образованного англичанина своего времени. Именно такая формулировка была на аукционе Сотбис в 1942 году, где был выставлен вот такой золотой диск. На этом аукционе за 230 фунтов стерлингов его приобрел Британский музей, где он нынче и хранится. Как указано на стенде, им владел сам Джон Ди. Также существует рукописное изображение с точно таким же содержанием, что и на диске. Его легко можно обнаружить в интернете, и если вы когда-либо интересовались енохианской магией, вы наверняка уже его видели. Оно опубликовано повсюду, и в том числе встречается практически во всех книгах, где так или иначе упоминается феномен енохианской магии. Дело в том, что утром в среду, 20 июня 1584 года, Эдвард Келли, медиум Джона Ди, получил видение сторожевых башен. Он увидел, как из 4 башен выкатились 4 ковровые дорожки, и по ним в центр пошли 4 процессии ангелов. О 4 дорожках сказано, что они сделаны из ткани разных цветов. Некоторые причем пишут о 4 полотнах 4 цветов, висящих на башнях. Однако в описании, которое составил сам Джон Ди, такого нет. То есть висящие на башнях ткани – это чистый вымысел тех, кто о них говорит. Итак, как на золотом диске, так и здесь мы видим 4 башни, 4 дорожки и 4 процессии. Эти процессии помечены римскими цифрами и крестами. Одна римская цифра 1 обозначает одну фигуру, 3 римских цифры 1, 3 фигуры и так далее. Таким образом, в начале процессии, то есть ближе к центру изображения, с каждой стороны шествует по одному трубачу, следом 3 знаменосца с 3 именами Бога на своих знаменах, потом идет по 6 старейшин, одному королю, 5 принцев, затем 5 крестов, парящих в воздухе, а замыкают каждую колонну по 16 диспозиторов, то есть управителей. В итоге, согласно описанию видения, в центре оказываются 24 фигуры старейшин, которые словно совещаются там. Однако обратите внимание на римские цифры в центральном круге композиции. Их там не 24, а 25. Хотя надпись в центре, как на диске, так и на рукописной схеме, указывает только на 24 старейшины. Ну и поскольку из 4 башен вышло именно по 6 старейшин, умножив 4 на 6, мы легко можем понять, что в итоге в центр должно было прийти именно 24 фигуры, а никак не 25. То есть тут очевидная ошибка. Обратим теперь внимание на цвета 4 дорожек, описание которых содержится рядом с каждой из них. Тут мы видим, что северная дорожка цвета белой лилии, восточная темно-зеленого цвета, напоминающего листья чеснока, южная дорожка черная, как черничный сок, а западная чисто красного цвета. Однако совпадает ли эта атрибутация с описанием самого видения? Ведь если мы уже нашли одну ошибку, мы легко можем найти и вторую. Для того, чтобы установить цвета, нам надо обратиться к автору данного изображения. Есть такая книга, называется она «Истинное и правдивое повествование о том, что происходило много лет между доктором Джоном Ди и некими духами». Ее автором был Мерик Казобон. Именно у него впервые появилось изображение, которое вы сейчас видите на экране. В его же книге можно найти и описание видения.
Однако тут есть некоторая загвоздка. Описание введения находится на 171 странице, тогда как сама иллюстрация по ошибке была вплетена между страницами 72 и 73. То есть иллюстрация находится за 100 страниц до описания того, что на ней изображено. Тем не менее, теперь у нас есть и иллюстрация, и сам текст. Причем мы видим, что согласно тексту, востоку соответствует красный цвет, югу белый, западу зеленый, а северу черный. Таким образом, у нас уже есть две схемы расположения цветов. Одна соответствует как иллюстрации Казабона, так и золотому диску, а другая соответствует только письменному описанию видения. Как вы видите, они весьма отличаются. Чтобы разрешить это противоречие, нам ничего больше не остается, кроме как обратиться к первоисточнику, где впервые появилось описание этого видения, то есть к манускриптам самого Джона Ди. Там мы видим описание, которое опять же не соответствует тому, что изображено на золотом диске. Восточная дорожка красная, южная белая, западная зеленая, а северная черная. Кроме того, далее Ди пишет, что в полдень их с Келли посетил ангел и внес некоторые пояснения. Ткань восточной дорожки красная, как после свежепролитой крови, южная белая, цвета лилии, западная зеленая, как драконья чешуя, словно листья чеснока, северная же дорожка черная, как черничный сок. Кроме того, по этому описанию сам Ди составил вот такую схему. Здесь цвета дорожек полностью соответствуют его описанию. А в центре изображено не 25 фигур в виде римских цифр 1, как у Казабона, а как раз таки 24, что я и утверждал ранее. Таким образом, с одной стороны, мы имеем золотой диск и иллюстрацию Казабона, а с другой иллюстрацию Ди, два его письменных описания и одно письменное описание Казабона. Получается, что ни золотой диск, хранящийся в Британском музее, ни повсеместно распространенная иллюстрация Казабона не верны. На своих страницах ВКонтакте и Facebook я разместил правильные и выверенные изображения 4 сторожевых башен с окрашенными в соответствующие цвета дорожками согласно видению Келли и описанию Ди, поскольку, как выяснилось, несмотря на существование многочисленных курсов по енохианской магии и известность этой системы в целом, по иронии судьбы, правильное описание сторожевых башен, то есть самые начальные и базовые знания о них, известны мало кому. И тем не менее остался еще вопрос. Принадлежал ли Джону Ди, хранящийся в Британском музее, золотой диск или нет? Для начала перевернем этот диск и посмотрим, что находится на его обратной стороне. Там мы видим букву М. С первого взгляда может показаться, что это либо инициалы владельца, либо инициалы ювелира. Однако, вероятнее всего, это так называемая London Date Letter, то есть лондонская пробирная буква, указывающая на дату. Дело в том, что в Англии ювелирные изделия издавна помечаются определенной буквой, выполненной определенным шрифтом. В зависимости от буквы, шрифта и сопутствующих знаков мы можем определить дату, когда то или иное изделие было изготовлено. И действительно, в 16 столетии буквой М, сделанной вот таким вот шрифтом, помечали изделия, исполненные в 1589 году. То есть как раз тогда, когда Джон Ди был еще жив. Однако есть и иная проблема, а именно особенности языка. Поколение Джона Ди застало время, когда наступила эпоха раннего английского языка, но еще были живы те, кто пользовался среднеанглийским. В рукописях Ди поэтому мы можем видеть, например, слово черный, то есть black, без буквы С. В таком написании это слово встречается как в его иллюстрации введения, так и в его описании. Однако в иллюстрации Казабона мы уже видим более привычное нам написание слова black. Это первый момент. Второй – это капитализация некоторых букв. Ди, например, при описании цвета дорожек не использует заглавные буквы, тогда как у Казабона это встречается повсеместно. Короче говоря, мы видим один стиль письма у Ди и другой у Казабона. Остается теперь сравнить их со стилем, которым сделана гравировка на золотом диске. Сделав это, мы увидим, что золотой диск повторяет стиль иллюстрации Казабона почти один в один. Таким образом, уверенное использование раннего английского, одинаковая капитализация букв, что на диске, что у Казабона, а также одинаково ошибочная атрибутация цветов,
позволяют нам заключить, что диск не только не использовался самим Джоном Ди, но у него его, скорее всего, и не было. Действительно, зачем магу изготавливать золотой диск, где просто расписаны некоторые подробности ведения Келли, ведь практически применить его нельзя, так как это не Пантакль и не Ламен, вроде Сигиллюм де Эмет, тем более отсутствуют какие-либо указания для его применения. Я считаю, что диск был изготовлен уже после смерти Ди, и затем либо ювелир сделал этот диск, ориентируясь на иллюстрацию Казабона, либо Казабон срисовал свою иллюстрацию с уже готового неправильного диска. Что, однако, странно, так как у Казабона на руках были манускрипты Ди. Что же до буквы М на обратной стороне, то такое начертание соответствует на самом деле не только 1589 году, но и 1727. Однако, как бы там ни было, на пробе отсутствуют символы, которые могли бы указывать на соответствующее столетие, что должно уже нас настораживать. Ввиду этого можно в конечном счете предположить, что это ювелир ориентировался на Казабона, а не наоборот. Причем выгравировал по нему диск с ошибочными атрибутами, а затем на обратной стороне задним числом была нанесена буква, без остальных временных указателей. Их отсутствие может указывать на то, что диск был сделан после издания Казабона в 1659 году, но до 1727 года, так как сделавший клеймо не ожидал, что шрифт столетней давности вновь будет использоваться на пробирках. Это еще более вероятно с учетом того, что долгое время диск хранился у банкирской семьи Герни из Норфолка, где также проживал сэр Томас Браун, друг Артура Ди, старшего сына Джона Ди. Причем как Артура, так и Томаса сближал практический и теоретический интерес к оккультизму. Несмотря на то, что очевидные доказательства спустя столько времени трудно найти, мне кажется, Томас Браун мог сыграть в появлении золотого диска не последнюю роль. В общем, судя по всему, так называемый золотой диск доктора Ди – это не более чем подделка, причем сделанная тем, кто не разбирался в енохианской системе. В любом случае, я надеюсь, что рано или поздно будет пролит свет на этот вопрос, или, по крайней мере, будет использоваться корректное изображение сторожевых башен, а не искаженное. Вам же я советую делиться этим видео в социальных сетях, ставить лайки и подписываться на мой канал, чтобы получать корректную и интересную информацию об эзотеризме вообще и магии в частности.